Станция там. Это Тасино. Осенний лес. Солнце. Возможно, последние деньки такие. Вот здесь вот я прячу бутылки для того, чтобы набирать воду в роднике. И кто-то еще, кроме меня, тоже прячет. Может быть, сюда ходят люди. Кто его знает. Сейчас возьму бутылочки и пойду наберу воды. Такой вот лес. Глухой. Труднопроходимый лес. Вот поработал жук этот, типограф. Сколько деревьев погубил. Обидно. Здравствуй, Бужа. Какая же ты красивая.
Вот так вот тут. Ну вот, все мое снаряжение. Рюкзак. Вот здесь вот эта вот палатка. Тут печь, колышки для палатки, футпринт, так сказать, ткань, чтобы на землю стелить. Спальный мешок, труба от печи. Там вот виден топор, рядом пила, коврик, посуда. Ну, дождевик, герма, шапка. Вот и все. Ну, еще есть мешочек с продуктами. Сейчас будет устанавливаться палатка. И печь будет испытана в реальных условиях. Вот здесь вот. В этом прекрасном месте. Итак, вот печка установлена в палатку. Вот импровизированный скорогаситель из титановой фольги. Здесь лежанка такая. Вот такие вот тут места осенью. Красиво. Середина октября. И так повезло такую красоту увидеть. Береза. Да чего красивая, с желтыми листиками. Листья плывут по реке, плывут. Падают листья. Во многих местах вот такие упавшие деревья. Некоторые только готовятся упасть. И небо. Вот такое вот небо в октябре. В лесу упало дерево большое, сосна гнилая. И она, падая, сбила березу. Так что дров, в том числе для печки, более чем достаточно. Вот пытался ловить рыбу
Но что-то пока ничего не клюет. Может, поздновато. Кто его знает? Вот как ветер раскачивает кроны деревьев. Красивейшие места. И на воде рябь, и листья плывут. Вот они листики. И сколько их на берегу, ума не приложить. Ой, вот спиннинг стоит. Пытался ловить. Вот так-то вот здесь. Здесь впадает какая-то маленькая речка-приток. Там вот. Вот я думал, что здесь, возможно, будет рыба. Но уровень воды очень сильно упал. Может, ушла она куда-то. Кто ее знает. Просто красиво. Слава Богу. Пойду сейчас печку разжигать. Хорошо, что вырвался сюда. Вот туда пойду. Там мой лагерь. В тех местах. Недалеко отсюда. Ну вот. Все собрано. Печка работает. Сейчас тут поставлена вода для чая. Внутри вот так. Но искорки все равно летят. Надо думать что-то насчет искрогасителя. А то палатку прожжет. Дыма уже нет почти. Вот искра. Дай бог, чтобы она не прожгла палатку. А вот она и упала на палатку. О, аж огонь вырывается оттуда. Поглядим, то останусь без палатки, сгорит все. Будем надеяться, что этого не случится. Ну вот так вот жарится лук. Там суп готовится. Тепло тут внутри помещения. Хорошо. Жар идет от печки.
Вот жарить на ней самое то. Лучше, чем на газу. Сейчас березу заложил туда. Вот дрова березовые. До этого сосну туда подкладывал. Чтоб угли были, лучше березы. А лучок-то для супа. Лук этот жарится. Вот дымовая труба проходит через специальную ткань, проходной узел. О, как надо мешать, а то еще пригорит. После того, как обжарился лук, добавляется немного воды и плавленый сыр, специально предназначенный для супа. А там в кастрюльке в этой долго варились сухие грибы. И сейчас туда добавлена картошка. После того, как вот это вот все гомогенизируется, вот этот вот лук жареный и сырки, то я добавлю их в кастрюлю с картошкой. Сейчас заправлены туда березовые дрова. Чай уже вскипел на этой печке. Тут тепло, хорошо. Вот. Скоро будет готово кушанье. Пока впечатление положительное. Под печь отложил камней, чтобы мох не горел особо, не вонял. То запах специфический распространяется. Вот, камешки там. Жар идет от печки вниз. И мох начинает тлеть. Неприятный запах возникает. О, надо мешать. Ну, вообще на ней жарить хорошо, не подгорает. Видно, что труба из другого материала. Она от нагрева становится чуть розоватой. А печка и патрубок титановые. О, как разгорелась. Тяга. Сейчас буду убавлять. Но вообще, конечно, регулировка тяги тут требует некоторых доработок. Печка извлечена из палатки и установлена рядом с деревом, потому что палатку планируется сворачивать. Вот рядом спиннинг стоит. А чтобы труба никуда не упала, она прикреплена таким вот образом. Проволока, потом палка лежит вот здесь вот, какая-то железяка, она в общем на дереве висит. И палка удерживает трубу, чтобы она не упала. Вон сверху этот колпачок из фольги. Во время горения печи случились, конечно, не очень приятные инциденты. Угольки вырвались наружу и в нескольких местах повредили палатку. Что делать? Надо придумывать более эффективный какой-то искрогаситель. Вот спиннинг стоит. Ловля рыбы, к сожалению, не привела никаким результатам, кроме того, что была потеряна блесна. Зацепилась за коряги. Такая вот история. Ну, печку можно использовать
и вне палатки. Там сейчас горит огонь. Очень хорошо себя показала вот эта вот трубка для раздувания из нержавейки, раскладная. Удобная вещь. Можно прям направить туда поток воздуха, дуть, и печка раздувается. Вот палатка. Она растянута дополнительными растяжками. Вот проходной узел для трубы. Тут все нормально. А повреждение. Вот оно, повреждение. Вот упал уголек и прожег. Есть и в других местах. Вот тоже уголь. Но он не прожег. Ну, печка горела, наверное, не менее 6 часов в палатке. Вот такой вот лес. Осенний лес. Упало вчера дерево. Огромная береза. Избила еще другое дерево. Так что дров там полно. Много дров в лесу. Сейчас очень много разных грибов. Ну, в основном поганки. Но есть и маховики. По большей части эти маховики, они уже перезревшие. В пищу малопригодные. А вот пример. Растут грибы. Вот это там гриб-мухомор. И это тоже мухоморы. Да. Такие вот грибы. Вот гриб. Тоже маленькие грибочки вокруг. Грибов полно. Вот какой мухомор. А вот это вот этот вот гриб, вот этот, это бледная поганка. Чрезвычайно ядовитый гриб. Смертельно ядовитый. Очень опасный гриб. Вот тоже мухомор. Вот грибы. Вот тоже. Много сейчас в лесу, их полно грибов. Вот, скажем, вот тут. Сколько их много, да? Полным-полно. И здесь есть. И здесь. И везде. Весь лес заполнен множеством грибов. Но в основном эти грибы несъедобные, относятся к несъедобным сортам. Может, какие-то животные едят, кто их знает. Люди не едят. И слава Богу. Отправляюсь за водой через осенний лес к роднику. Вот он как выглядит, этот лес.
Листья желтые лежат. Грибы. Вот дуб. Почти облетел. Много деревьев пострадало от жука. Погибают сосны. Очень печально. Лес глухой. Завален весь буреломом. Не дай бог пожар случится. Эх. Как в сказке. Облетает листва. А скоро и снег будет. Куда денешься? Снег. Вот дуб тоже. Благородное дерево. Там вот грибы. Вот елка растет. А кругом сосны. Пойду за водой. Через лес. Может быть, компот сварю. Ну, чай еще надо в дорогу заварить. Сегодня уезжать. Суббота и воскресенье только. А завтра снова на работу, ехать. Что делать? Воду принес. Вот костер. Сушки, сахар. Там коробочка с блеснами. Вот печь. Дымит. Отмокает сковорода. Там сырки были плавленые. Немножко прилипли. И здесь тоже. Вот. Кастрюля откисает. Сейчас буду собирать палатку. Вещи собирать. А на печи попробую сделать компот. Посмотрим, что там внутри. А для управления печью применяю плоскогубцы маленькие. Во! Жар там. Горят дрова. Все хорошо. С этой вот задвижкой тоже ее надо вот так вот чуть-чуть. И можно регулировать как нужно приток воздуха. Но в принципе, конечно, надо ставить на трубу задвижку. Тогда можно будет это делать гораздо более точно, поскольку все-таки есть неплотности, щели, и полностью заглушить тут трудно. Вот, нагревается. Хорошо, что труба находится с угла печи. Больше возможностей поставить посудину. Вот две крупных, можно сказать, посудины.
Стоят кастрюли и сковорода. Печь посинела. Титан. Вот дубовые дрова. Самые великолепные дрова. Какие только бывают. Сейчас попробую притащить. Вот такие.
много углей там накопилось. Надо подраздуть. Так что вот эта штука оказалась очень даже полезная для раздувания печи. Да и костер такой трубочкой можно раздувать. Так, сейчас подуем. Ну вот и все. Все вещи собраны. Можно выдвигаться в путь. Уже вечереет. Печь испытана в походных условиях. Определенные выводы сделаны. Вещь хорошая. Надо учиться пользоваться. И тогда совершенно новые перспективы открываются. Ну, что ж, спасибо этому месту. Было тут хорошо. Надеюсь, доведется вернуться когда-нибудь еще. И на этом все.